Всем привет! С вами Ольга Дипри и новый видеоурок. Красивая, простая и, что вы очень любите, быстрая прическа, которую можно сделать даже на себе. Для накрутки нам подойдет практически любая плойка, но лучше использовать среднего диаметра 25 мм, как я использую сейчас в видеоуроке. И технику использую накрутки жгутом, она вам очень понравилась, я ее использовала в последних двух уроках. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте, так как каждую неделю у меня выходят новые выпуски, новые уроки, и я уже записала для вас целую серию красивых причесок с плетением. После накрутки я использую крупный гребешок и вот таким образом вычесываю. Для создания объемов при корневой зоне использую пудру, так как волосы я не гофрировала. И для чистоты верхних линий использую солевой спрей. Вы знаете, я очень люблю им работать. Далее я перехожу к верхней зоне. Я легким таким разделением выделяю две зоны для плетения кос, которые будут декорировать мою прическу. Выделенную прядь делю на 3 части и заплетаю очень свободную воздушную косу из 3 прядей, которую в дальнейшем я буду слегка растягивать во все стороны. Конец фиксирую силиконовой резинкой. Я заплела 2 косы, а вы можете заплести столько, сколько вам хочется. Чем гуще волосы, тем больше таких косичек у вас может быть в прическе. Далее я перехожу к оформлению верхней части прически, формирую легкий хвост, буквально 2 оборота резинкой, так, чтобы я в дальнейшем могла растянуть красивую форму на макушке, чтобы не были затянуты волосы. И вытягиваю ребрышки, очень легкие, свободные, особой аккуратности не требуется, так как прическа легкая, повседневная. И затем перехожу к накрутке хвоста, разделяю на несколько прядей и тоже в технике накрутки жгутом накручиваю локоны. Далее все то же самое, прочесываю гребешком, наношу солевой спрей, еще раз вычесываю для того, чтобы добиться красивых чистых линий. И теперь для формирования моего узелка небольшого я выделяю небольшую прядь, прорабатываю ее пудрой для того, чтобы она у меня была цепкой и мне легко было создать вот такой воздушный жгутик. И прокручиваю его вокруг резинки, вокруг хвоста, и каждый поворот фиксирую невидимкой. Обратите внимание, я достаточно плотно оборачиваю жгут вокруг резинки, то есть у меня нет внутри пустоты. Вам тоже так рекомендую делать, у вас сразу получится. И не забывайте каждый поворот фиксировать невидимкой так, чтобы этого не было видно с краю, как бы изнутри, слегка захватывая сам жгут и волосы, которые идут в хвост. Далее для того, чтобы добавить больше объема, чтобы прическа была современная и такая воздушная, наполненная воздухом, я использую такой крупный гребешок, использую в данном случае расческу-вилку. Вы можете крупный гребешок взять, это совершенно не критично. И вот таким вот образом добавляю объема. Далее я солевым спреем вычищаю поверхность, то есть солевой спрей он не склеивает, это не лак, а при высыхании он создает состояние на волосах веточки, и в итоге прическа выглядит очень красиво и не склеена. И для того, чтобы косы дополняли мою прическу, я их слегка растягиваю в разные стороны, причем совершенно не аккуратно, а симметрично, для того, чтобы максимально гармонично был дополнен образ. Такая у нас получилась амазонка, очень легкая, очень воздушная, такая, знаете, видимость такой неделанной прически, когда нет залитости лаком, когда вот такие слегка завитые линии. Мне очень понравилась прическа, моей модели тоже, и
И мне очень важно, понравилась ли вам эта прическа. Напишите в комментариях свое мнение, свое впечатление. Сейчас вы видите на экране обложки других моих видеоуроков. Я с удовольствием приглашаю к просмотру и их прически разной сложности, и высокие пучки, и низкие пучки, и локоны, и свадебные прически, и вечерние, совершенно в разном формате. Также я провожу регулярно живые курсы в Киеве. У меня академия, я вас с удовольствием приглашаю в нее, если вы хотите научиться делать прически на более профессиональном уровне. Жду новой встречи. С вами была Ольга Дипри. Пока-пока.